Здравствуйте всем, дорогие друзья. Всех рад видеть на канале Hardplay. И сегодня мы с вами проведем необычный стрим. С одной стороны, у нас сейчас марафон идет хоррор-игр. Мы с вами проходим разные страшилки, ужастики, всякие такие криповые игрушки, которые очень быстро проходятся, в основном за один стрим. Сегодня к нам в руки попала очень интересная игра от русских разработчиков. Я очень много читаю всяких рецензий, отзывов о новых, о старых играх, об играх, которые незаслуженно взлетели в свое время, и про игры, которые совершенно незаслуженно просто похерились непонятно где, зачем и как. Значит, игра The Light Remake. Игра про то, вот закройте, на минуту глаза и представьте, что все проблемы, заботы, ваши близкие, кредиты, ипотеки, всякие геморрои на работе, они в принципе остались в прошлом. Они просто закончились, и их больше нет. И перед вами вы просыпаетесь, как в фильме «Я легенда», да, есть такой фильм, совершенно одни. Совершенно одни на белом свете, и в принципе, что делать непонятно. Среди вашего окружения нет абсолютно никого. И как было написано, игра имеет множество смыслов. Мы на нее потратим всего 2 часа нашей жизни, но мне кажется, что каждый в этой игре увидит свой смысл. Знаете, в наше время игра, мне кажется, довольно такая актуальная, и есть о чем задуматься. Поэтому откидывайте спинки кресла, как всегда, в удобное для вас положение. Чай, кофе, плюшки-ватрушки, и мы начинаем. Ссылочку вообще, в принципе, на все, на соцсети, на все спойлеры, на плейлист с играми на вылет, то есть с играми-однодневками, да, я оставил внизу в описании, или оставлю внизу в описании, так как работы сейчас на канале предстоит огромное количество. Все, добро пожаловать, и давайте начнем. Стрим сегодня пройдет, как всегда, по очень простой схеме. Это сначала игра, потом, может быть, какие-нибудь видосики, в зависимости от усталости, в зависимости от общего желания. Ну и попозже залетим на сайтец, там, как всегда, замутим розыгрыш. Все, погнали, ребят. Всем приятного просмотра. Кстати, заморочился, решил все-таки сделать в преддверии кое-чего Epidemic Music. Так что можем теперь слушать разную хорошую музыку, не только с нового копирайт саунда. Давненько я им не пользовался, но огромнейшая картотека. Это не реклама, ничего, просто держу в курсе. Так что как-то так. Спасибо за донаты. Ну а мы переходим, наверное, сразу к игре. Ой, ну интересно. Интересно, что это за проект, интересно, что это за игра. И очень интересно, стоит ли она того. Игра, кстати, стоит всего 160, по-моему, 9 рублей в Steam. Интересно, без слов показали то, что много времени прошло, да? Подлагивает немножечко картинка, но ничего страшного.
Музыкальное сопровождение очень приятное. Вот так вот схода. Ну и, собственно, сама игра. Нам показали, что прошло очень много времени. Если честно, я бы, наверное, пока вообще ничего не менял. Как всегда, уменьшу сенс. Ну и погнали. Новая игра, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте прожимать колокольчик. Hard Inside наш телеграм-канал. Ну а все, кто хочет оформить платную подписку, заходите по ссылочке внизу на Бусти, оформляйте. Спасибо вам. Значит, электричество есть. Просто молча, без слов началась игра. 2 часа до геймплея всего. Свет подскажет выход. Я прям как на заброшку попал. Это мне пригодится. Слушайте, ну что-то явно случилось. О как. Фонарь и труба. Что-то явно случилось. Что-то типа... апокалипсиса или... Давайте все посмотрим. Просто ничего, вообще ничего не говорится в игре. Абсолютно ничего. Просто резко началась. Музыка очень мне здесь нравится. Полуразбитые какие-то лавочки. Слушайте, ну ядерного пепла я не вижу. Значит, может быть, это и не ядерное, что-то с этим связано. Ребята говорили, обращай внимание вообще на все. Это в отзывах на всякие мелочи, отсылки. Гордись собой. Интересно. Я вот не знаю, что на тему скримаков и всего остального. Заперто, но есть личина. Так, shift работает. Фиксирую. Я помогу тебе. Кто я? Я это... Просто я помогу тебе.
Слушайте, ну тут всегда есть выбор: выйти на свет или оставаться во мраке тьмы. Наверное, ты прав. Картины. Заперто на ключ. Слушайте, я только сейчас так задумался. Вы представляете, реально искать какой-нибудь вот так вот ключ или, да, или что-то искать в постапокалипсис. Но это же вообще трэш. Ну как вот найти? Это же нужно искать человека или останки его. Пирамида Маслоу. Кто у нас умный, может быть, напишет, что это такое? Маслоу. Не, я не знаю, что это. Интересно, да, будем... А, стоп. Стройка. А не Воробьёвы ли горы это? Нет? Не Москва, не Воробьёвы горы? Я знаю, Макс, спасибо тебе большое. Кстати, маэстро, снюхай. 0. Нулевой этаж, хотя нет. Окей, запомним. 0. Но это не нулевой этаж. Может быть, это ключ какой-то. Цифра 0 я тоже вижу. Но не понимаю, это не нулевой этаж, потому что он высоко уже. Это какой-нибудь 5-й, 6-й. Окей. Ну, может быть, паранойя наша, может быть, и реально какая-нибудь подсказка какая-то или еще что-то. Хорошо. Ой, мне такие вот очень нравятся игрушки, в которых там надо поискать, там какие-то атмосферные такие. Хорошо бы проверить этот шкаф. Там лестница вниз была. Если мне память не изменяет, 100% была лестница вниз, но куда вниз, как бы хер его знает. Значит, здесь могут быть скримеры, да? Понял. Понял, принял. Поднял, приподнял. Какая-то страшилка начинается. Ну, что и следовало ожидать. Ну, хорошо. 0. Так, ладно, вызов принят. Нет, Макс, это не нужно, спасибо. Вызов принят. 0. Может быть, где-то что-то на здании, ребята. Давайте смотреть вместе, кто не играл. Я думаю, что это будет интересно. Какой-то щиток. Надеюсь, здесь никакие... О! Сатенчик. Но людей я никаких не слышу вообще. В каких-нибудь бумажках что-то. Да ладно. Жилой телевизор. Просто лампа. Скримоты ждать, да я понятия не имею. Может да, может нет. Ребят, я же не смотрю спойлеры.
Какой-то самолетик, да, нарисован. Хорошо. У нас сейчас из того, что мы нашли, есть 0 и самолетик. Я больше ни хрена нет. Флагштоки. Да, все-таки действие происходит, значит, в России. Флаг. То есть пост чего-то. Что-то произошло, что пропали все люди. И очень жесткие разрушения. Причем природа уже восстановилась. То есть это после разрушения уже, так скажем, природа, видите, начала уже поросль расти. Она потихонечку начала захватывать, в общем-то, все, что она может захватить. Здания там и так далее. То есть это, ну, несколько лет прошло. Причем и не несколько лет, а много. Что ждет нас впереди? Черт его знает, что нас ждет впереди. Но пойдемте шкаф, наверное, посмотрим, да? Здесь уже что-то не очень приятная атмосфера, если честно. Не понял. Ну не надо. А можно выйти? Можно? Обалдеть. Шкаф вижу. Но это очень много времени прошло. Что это такое? Это подвал. Слушайте, это очень много времени прошло. Такое ощущение, что ударной волной, видите, выбиты стекла, но... Хотя нет, не ударной, это очень много лет прошло. Здесь вообще как бы битые стекла. Я просто, ребят, по заброшкам когда гонял, я примерно понимаю, когда выбиты стекла и когда они от времени уже начинают. Добро пожаловать. Давайте попытаемся шкаф найти, да? Вот он. Же он? Нет, вот он. Да? Вот это точно он. И? А в чем прикол? Ой, как красиво, мать моя женщина. Нам про свет писали, то есть нужно бежать, может быть, на свет, то есть наверх стремиться. Может быть и нет. Слушайте, я черт... Корпус 3. Ну, давайте запомним, может быть, тоже цифра. Макс, извини, я пока, с твоего позволения, спойлеры. Ладно, выключу. Потом напишешь в комментариях. Мы тебе будем очень признательны. Спасибо. Похоже на какой-то то ли институт, то ли... на что-то... Очень на какой-то институт похоже. О! Здорово. Курлык, ёпта.
Звонок из министерства был громом среди ясного неба. Первые секунды мозг отказывается верить в озвученную с другого конца провода информацию, но постепенно приходит осознание и ужас. Однако нужно держать эмоции при себе, сохранять спокойствие и чистый разум. Администрации нет. Теперь догадываюсь, почему. И все ложится на наши плечи. Нужно срочно принимать решение. Так, то есть центрального аппарата не стало. Что-то произошло. Опа! Чик-чик-чик. Какие-то ключики взяли с синенькой веревочкой. Окей. Пойдет. А можно чуть больше информации? Может быть, еще где-то какие-то бумажечки есть, еще что-то. Все же что произошло? Ну, на ядерный удар вроде как не похоже. Взять эти портреты нельзя. Может быть, сейчас можно ключом открыть? Прекрати, пожалуйста. Давай без вот этих вот ваших. От чего может быть ключ? Может быть, от желтой той двери? Да-да-да, но тройка прям на это. Угу. Троечка, троечка. 0 и 3. Мы запомнили. 0 на бумажке. И тройка — это корпус. Давайте попробуем. Это 100%. Просто 100%. Да? Да. Это что у нас? Лекционная. Кинотеатр. Прям... Сидит кто-то. Видели? Что? Значит, это институт. Значит, это институт. Сейчас, секунду, ребят, я хочу посмотреть в окне или... Так, ладно. Забавно, но каждый предмет, оставленный, забытый кем-то, каждое слово, нацарапанное на парте или кресле, это в каком-то смысле элемент истории, который порой может быть здесь весьма значительным. Интересно, спустя время, будет ли все это иметь ценность? Как для нас, например, найденные останки древнегреческих амфор. Но это тонкий посыл к тому, что надо пошмонать, что, наверное, на партах. Это институт. Это... Нет, лекционный зал — это не Чернобыль. Ёптать. Что? Замочек
2 вниз. 3 замочка. Что, блядь? 3 замочка, 2 вверх. Что это? Схема какая-то или что-то? А, нет электричества. Нужно где-то найти, да? Хорошо. Так, допустим. Может быть, промеж рядов походить, что-то где-то будет. Но кому мог понадобиться переключатель, я понятия не имею, если честно. Слава отечественному образованию. Планы огромны, впереди много дел. Будь счастлив, настойчив, активен и смел. Прозаично. Между рядами я ничего, ребят, не вижу. Шляпа. Проектор, извините, выглядит рабочим, но нет пленки и электричества. Я понял, найти пленку, подрубить. Подрубить электричество. И будет нам всем счастье. Так, а куда же здесь щемиться? Надо думать. Надо думать. Давайте вместе подумаем, где хранятся пленки. Подождите секунду. Пленка хранится всегда где-то в подсобке. Переключатель вот этот вот может быть вообще где угодно, но пленка. Пленки тоже нет. Пленки нет. Так, наши... Давайте думать. Хорошо. Там был какой-то шкаф, может быть... Так, хорошо. Здесь ничего мы не нашли. Где что-то может быть? Это вот реально вопрос. В самом начале, ну, тоже вряд ли, да? Нет, ключей здесь нет. Я думаю, это как типа следующий уровень или что-то типа... Может быть, такого. В шкафу, но как шкаф этот... Как этот шкаф открыть, вот это вот другой вопрос. Ну хорошо, хорошо, давайте... Свет подскажет выход. Именно выход. Но он мне подсказал, что где-то вверху что-то. Так, ну не в толкане явно. Подождите, на улице... Секунду. На улице что-то было. На улице было рядом здание. Может быть, как раз-таки вот в этом здании что-то и есть? Как вы думаете? Или нет? Архив. Ну, пленки... Нет, дело нельзя взять. Когда будет ясен порядок, изображения дадут ответ. 7. 7, 0 и, возможно, 3.
Что первое мы нашли? 0. На шару давайте попробуем, но... 7. 0. С другой стороны, 7 последняя. Может быть, 3? Нет. Нет, братцы. Подождите, но может быть тройка это не то. Стой, стой, стой. Изображение. Изображение. Картинки. То есть, да? То есть, сначала мы нашли вот эту картинку, верно? 0. Ну, давайте попробуем подобрать, но это из разряда фантастики. Давайте попробуем. Неа. Нет. Ставим сюда 7. Нет. У нас есть 0 и 7. Хорошо, а если сюда 7? Нет. Ну, 7 и 0 есть, но... хорошо, ну подождите. 0, допустим, 7. Чуть... Хуя не понял, но очень интересно. О! Добрый вечер. Я не понял. Ну ладно. Так. Чё-то я это... Тыкал. Натыкал. Но про изображение, кстати, я вот это вот поздновато увидел. Я что-то сразу залип в этот замок. Так, пленки есть. Где же мне найти вот этот, мать его, переключатель? У меня даже примерно нет в голове, где же он может быть. Это такой что-то маленький замочек. Но где-то был ящик, помните? Где-то был ящик, помеченный крестиком. Подождите, но ящик упал же вроде, да? Так, здесь мы взяли, все взяли, здесь взяли. Кубик, мать его, Рубик. Да я вот думаю, да, или щитки должны быть какие-то, или что-то где-то должно быть. Понимаете? Какие-то... Откуда-то мы должны это вырвать. Нужно подумать. Так, давайте еще раз попробуем. В подвале. Но у нас нет ключа от подвала. Может быть, где-то что-то здесь? Нет. Не в помойке? Нет. Нет, братцы. Я не понимаю вот про шкаф прикол. Что дает этот шкаф? Мы его толкнуть-то толкнули. Он нам что-то как-то ни хрена и не дал на самом деле.
Но его вообще пусто. Может... Подвал. Подвал, ребят, написано. Подвал. А подвал где-то вот слева. Нет, нет. По кругу здания. Поехали. Ключ нашел. Так. Угу. Допустим. Мы разбили людей на группы. Контролировать толпу из нескольких сотен человек затруднительно. Паники нет. Большинство не осознает всю серьезность происходящего, оно и к лучшему. Люди шутили, что-то обсуждали, старались поддерживать моральный дух. Старая гермодверь легко поддалась. Группа молодых людей принялись спускаться вниз. Все необходимое: столы, матрасы, ящики с провизией, бутылки с водой. Что же это может быть? Что-то у нас складывается определенная картина. Где-то там что-то произошло. Руководство вроде как института всех в подвал. Но это не похоже на вирус. Может быть и вирус. Какой-то катаклизм. Какой-то катаклизм. Это может быть ядерный взрыв, это может быть метеорит, это может быть... ну, от болезни, наверное, вряд ли в подвалы прячутся. Хотя опять смотря какая болезнь. Кстати, вы в курсе, что вот мне прямо сейчас вот, да, вот приходит сообщение, что... можно не гадать. Поехали дальше. Наверное, для удобства я закреплю сообщение в чате. Да. Так, погнали. Значит, история, в общем-то, если честно, для меня пока не особо понятная. Склад запчастей. Не курить на рабочем месте, содержать агрегаты в чистоте, регулярно проверять соединения, сдавать ключи к завершению вахты. Нужно запустить генератор. Нужно найти топливо. Топливо в бочках, в канистрах. Что-то мне не особо атмосферка нравится здесь. Вот это вот. Что-то фонарик. Если быть откровенным, здесь ровным счетом вообще ни хера не работает. Да, кстати, ребят, держите, пожалуйста, свои агрегаты в чистоте. Окей? Где-то нужно намутить бензин. Что нам еще сказать? Но бенза я не вижу. На улице стояли машины. Но можно ли до них дойти? Жига? Даже так. Зажигалка. А где же она нам нужна? Жига. Жига.
Подождите, давайте подумаем. Может быть, до машин дойти? Может быть, где-то тачки, они ведь стоят. А нам вообще сюда можно выйти? Да. М. Ну, просто жига. Абсолютно ничего нам нужного и интересного я пока... Опа! Не вижу. Ага, это просто лавочки. То ли от... Вот это вот какое-то здание. Я не пойму, что это такое. Банку нашли, кстати, с заставки. Слушайте, а в это здание можно зайти. Опа. Но это явно учителя. Может быть, профессор... 2001 год, ребят. Так, у нас складывается картина. 2001 год. Угу. Угу. Что же здесь... Что здесь могло такое вот прям произойти? Как будто научный какой-то институт. Можно ли сюда? Конечно же, ёпта. Так. Где же нам найти бензин? Где-то какой-то полуубитый автобус стоял. Вот радиация, да... Ты знаешь, радиация бы... А, ну хотя у нас измерительных приборов нет. Имеет место быть радиация, да? Ну подождите, ну тогда это не авария в Чернобыле. Никакого отношения не имеет к Чернобылю, 2001 год. Так, стоп. Стоп. Секундочку. Опа. Диспетчер внезапно прервал рейс, направил по другому маршруту, предупредил, что дело важное и всех нужно доставить до финальной точки. По дороге с разных адресов подобрали еще десяток пассажиров, прибыли на место, без каких-либо объяснений, поделили на группы и направили к зданию. Но это прям вырисовывается слишком... Ага. Добрый... Понял. Погнали в подвальчик. Топливо нашли. Уже что-то. Да что же здесь произошло? Что могло произойти? Ядерный удар, здание, понимаете, целое. Ядерный удар здесь бы просто вывернуло бы все. Здесь машины бы так не стояли. Там вот видишь, уже на крыше деревья растут. Не похоже на ядерный удар. Не похоже. Я вот тоже, кстати, заметил шляпы. Шляпы — это профессора. Раньше, ну, раньше люди ходили, мужчины в шляпах очень часто. Может быть, биологическое оружие, да? Имеет место быть. Пойдем геник заведем. Не было листвы, но прошло много времени. Какая-то может быть эпидемия. Сейчас посмотрим, ребят. Так. Что? Кого, бля?
Я тебя понял. Так, идеи закончились. Нам нужно найти предохранитель. Большая довольно такая штука. И нам нужно найти... Подождите-ка, вот еще какое-то здание. Но туда, наверное, не подойти. Предохранитель — это там, где электричество. Но в здании мы его не видели. Интересно. Но понимаешь, да, все спускались в подвал. В подвал это либо хим атака, либо ядерка. Бля, что же это так? Стоп. Ага. Бомбардировка, да, здания бы улетели все, дружище. Все бы разлетелось к чертовой матери. Ничего бы не осталось. Вот в чем проблема. Артобстрел, может быть. Так, ребят, какие ваши размышления? У нас нужно найти предохранитель. Это подвал, чтобы запустить. Наверху нужно найти в кинотеатре, да, эту штучку. Что же это может быть? В автобусе что-то забыл. Давайте глянем. Да вроде ничего не забыл. Ну, похоже, да, на биологическое оружие. Что-то есть. Подождите, а в автобусе нету? Может быть... Может быть, внутри... Что, ребят, не вижу. 35 миллиметров. Книга, что ли, да, какая-то? 35 миллиметров надо будет запомнить. Окей. Что-то ничего не наблюдаю. Не знаю, может я в шары долблюсь, но не вижу ничего, ребят. Но это стандартная эта хрень. А, это игра, да, тоже? Хм. Ну, если зайдет, если лайкосами протопите, почему бы и не попробовать 35 миллиметров, не посмотреть, что за игра. Я так понимаю, это от этого же разработчика. Ребят, ничего в автобусе не вижу. Ничего не могу найти в автобусе. Значит, наверное... Значит, наверное, нет. Странно. Записку мы прочитали. Опять в здание, но в здании вроде мы все обшмонали. Вот где две вещи, да, найти? Это как строилось здание? Краны стоят. Московский гуманитарный университет. Почетное образовательное учреждение столицы, завоевавшее непревзойденную репутацию, открытие в путь в профессиональный мир многим талантливым специалистам. Третий корпус, наиболее молодое строение, возведенное в 80-м году советскими строителями, отличается характерным стилем, наиболее актуальным для того времени. Монументальное строение олицетворяет силу та-та-та-та-та. Ага. Значит, это университет. Значит, это универ.
Ребят, догадок нет. Бля. Вот это плакат. Вот это достойно. Вот это уровень. Пожалуйста. Нифига себе. Корпус. Опять цифры, смотрите, 8. Опять какую-то мы восьмерку увидели. Там 4. Видите, да, восьмерка прям на здании. Надо на превью будет поставить. 4,8, запомнили. Я не думаю, что здесь что-то будет. Сральники. Надо домой повесить, да-да-да. Интересно. От директора поступило распоряжение наладить работу резервного генератора в подвале, якобы в связи с участившимися случаями перебоев электроэнергии. Хотя никаких перебоев в последнее время не наблюдалось. Генератор старый, еще с советских времен, поэтому придется потрудиться. Да, без молотка и какой-то матери завести не получится. Может быть, в каком-то шкафчике. Вы знаете, вы не заметили, что у этого намордник, да? Там, в подвале лежал. Не кажется вам странным это? Опа. А от чего ключ? Значит, ваша догадка насчет язва, не язва, она имеет место быть. Так, двигаем дальше. Блять, где же эти Лё. Как дал. Яна. Яна в чате есть? Ой, ёпта. Аля. Дебил, у тебя монетки есть. Кстати, у нас реально есть монетки. Но зачем они сейчас нам? Непонятно. План корпуса. Что-то М не особо работает. Так, давайте здесь все пройдем. Я почему-то тоже думаю, то, что в этот... Педобир. Я вот почему-то не думаю, я уверен, потому что оно прям... напрямую туда дорога была к тому корпусу. Вот отсюда мы вышли. И прям игра такая как бы... Вот я тоже почему-то думаю, что от соседнего здания. Сейчас проверим. Нет. Нихера. Интересно.
Что думаете, ребят? Чебурашка там прикольный был нарисован. От чего еще может быть? Может быть, да, может быть на другой этаж? Подождите, а что вот это такое? Даже можно подойти? Ну да. Замотано крепкой бечевкой. Но нож может быть. Может быть зажигалка, двойка, кстати, нарисована. Подождите, а как зажигалку, интересно, достать? А есть где-то в настройках? Нет. А как? А, во! Карта, понял. Что-то отмечено кружочками. Может быть, где искать что? А, во, ёпта. 1500 IQ мувы. Здесь как-то... Типа склада. Слушайте, ну здесь вообще изи может быть. 1. Бля, что, одному показалось? Музыку отдельно нельзя сделать. Епта, сквозняк. Оставил все необходимое в шкафчиках. Детали промыл и смазал. Так что все тип-топ. Вот только дверцы шкафов никак не починю. Второй заедает и поддается. Только если другие открыть. Часы встали символично. Завтра батарейки занесу. Часы. Какие? Тук-тук-тук, сука. Даже не вздумай. Если, говорит, все открыть... Ну, кто бы сомневался, ёпта. Раз. 3. Кого, блядь? Рептилоиды? Кого, блядь? Подождите, часы встали символично. Часы были в лекционном зале. 1, 4, 6. Один. 4.
Предохранитель. Предохранитель здоровый, он от подвала. Есть. Спасибо за записку. Мое почтение. Сука! Подглядываешь? Как дам, блядь, трубой. О, лебеди летят. Ёб твою мать, где подвал, а? Все, да? А теперь, по-моему, я знаю, что там. Дверку прикрой за собой. Вот это прикол. Поехали. О! Блядь, дверь открылась. Закрывай. О! Вообще охеренно просто. Все, да? Так, ну мы как минимум теперь знаем, что произошло. Правила поведения в убежищах. Укрывающиеся обязаны быстро и организованно заполнять убежище. Помогите, мы все умрем! Не надо. Все, да? Заебись убежище. Так, Сережа, открывай карту. Карты-то и нет. Да. Все нахер затоплено. Я понял, парни. Кто? 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 Что кто, блядь? Знаю, не я. Просто кто? Так, ладно. Так, чат, кто? Это спрашивает игра, кто лайк не поставил? Зараза, а? Сейчас проверю. Сидит. Так, у нас есть вход. Бля, что-то какая-то страшилка начинается, мне не нравится. Значит, у нас, ладно, давайте объективно. У нас есть толкан, в котором написано кто? Ты, сам. У нас есть толкан. У нас, блядь, моргает фонарик. Ну, что я могу сказать? Надо пойти отлить. А что делать? Да 2 минуты пересыв. Ну, сейчас начнется. Сейчас начнется страшное. Пожилой клапан не выдержит, и все, и конец. 5000 лайков как раз поставить. А что? Ну все. Че, пойдем. Сейчас начнется, ёп. О, боже мой. Держите меня, 7 раз. Помогите.
говорит, это, говорит, Сереженька, немцы. Ага. Ну, говорит, интересно, слушай, тревога, да, блядь, химическая тревога, и летят эти друзья, которые, да, несут сколько там с собой, да. Это, говорит, вообще, да что там, господи. Я тебя умоляю. Ребят, на самом деле, если вам такие подобные игры нравятся, завезите палец вверх. И будет по красоте все. Мне очень нравится. Бля, ни манды не видно. Просто вообще очко какое-то. Привет эпилептикам, ёпт. Представляешь, в реале вот так ходить? Ну это все, это, ну... Это конец. У меня просто бы, ну, колпак бы съехал, да и все. Всех с днем... Всех с днем ВМФ. Вот они, мои хорошие. Друзья мои. Присоединяюсь к поздравлениям. Мужики, крепкого вам здоровья, мира над головой. И спасибо вам за вашу службу. Вот так вот. Что, блядь, происходит вообще? А? Кто дал тебе? Зинка, соседка! Дура. А, кто дал тебе? Что? Чего дал-то? Немного. Ой, ладно. Я красивый, но мне это нормальное явление. Скромный, красивый. Не понял, мы круг, что ли, сделали? То есть кто-то нарисовал, да? Кто-то дорисовал. Было просто кто? Ну что, надо еще кружочек, да? Пойдем этой же дорогой, да и все. Ну что за надрочек-то? Блядь, вообще ни манды не видно. Чего, бля? Кто дал тебе право? Люди хаотично разместились в тесных проходах и залах подземелья. Ощущалось растущее напряжение, и нужно было рассказать, наконец, о том, что же происходит. В зале стояла гробовая тишина. Все переваривали сказанное, и ужас осознанием происходящего приходил постепенно. Тишину прервал внезапный грохот снаружи. Все задрожало. Со стен и потолков посыпались пыль и штукатурка. Казалось, что наверху развергся настоящий ад, и земля под ногами вот-вот расколется на части. Канонада звуков была наполнена воем, раскатом рвущихся бомб, ревом, напоминающим шум самолетных
двигателей. Еще один круг. Атмосфера просто забейте. Ну что, на У нажмите. Инверсию типа добавить. Спасибо. Может быть, в обратную крутануться. Но с другой стороны, что-то постоянно появляется. То есть чисто теоретически может быть еще один круг. Пойдемте еще. Я хер его знает, парни. Если даже скример будет, я его не увижу. Наверное. Фонарь, вот он моргает, его глючит весь. Ничего, ребят, не произошло. Может быть... Кстати, насчет трупов, где они? Да, особо непонятно. Куда же дальше-то? Сердечко стучит. Может быть, текст изменился? Да нет. Подождите-ка. Генератору. Да нет. Там вообще песня. Я не знаю, ну что, в обратную сторону? Отсюда попробовать зайти? Да фонарь, это он и есть. Стой, подождите. А был вопросительный знак? Их же не было вопросительного знака. Может быть, еще кружок? По-моему, не было. Ваше предложение. В обратную сторону? Через третий зайти? Че, в обратку крутанем? Я в обратку крутанул. Но у меня в других вариков-то и особо и нет. Вообще ни манды, ничего не видно. Кого, блядь?
Вообще, короче, такие вещи остаются, ну, кто не знает, можете в интернете посмотреть, как черные такие, как пятна. Они остаются как силуэты от ядерного взрыва. Э, Есть такое неофициальное научное название, по-моему, блики или тени Хиросимы. Это во время... Да, тени Хиросимы, ребята вот в чате пишут. Во время ядерного взрыва остаются такие, как... Ну, типа, где был человек, остаются как такие, как пятна, тени, я не знаю. Что они здесь делают? Охренеть. Братцы, вы не против? Я здесь маленько свет включу. Я все-таки пока еще живой. Пока, братики. Они пытались кушать, они как-то пытались жить. Но здесь все затопило. И атмосфера. Итак, прошло 24 дня, многие умерли. В основном от облучения. Все, вопросов больше нет, что произошло. Кто-то от голода, болезней, запасы провизии на исходе. За всем этим наблюдать очень страшно. Страшно и больно. 638 человек. Ведь у каждого была своя жизнь, свои мечты. Были родные, мамы и папы. Люди создавали семьи, воспитывали детей, строили планы. И вдруг все это перестает иметь какой-либо смысл. Выходит, они в прошлом никакого смысла... Оно в прошлом никакого смысла не имело, раз был уготован такой финал. Они уже все мертвы. Только еще не знают об этом. Все мы скоро умрем. Может, зачем тянуть время? Слушайте, ну я не знаю даже, что сказать. Есть одна такая... Как же она правильно говорится? Короче, типа выжившие... Настанет момент, и выжившие будут завидовать усопшим, то есть мертвым. Это вот, наверное, как раз такая ситуация именно из того момента. То есть вы представьте, ну хорошо, вы спаслись. Вы, ну, забились в этом подвале. А дальше что? Облучение наверху. И все. Запасы провизии на исходе. Дальше каннибализм. Люди начнут сходить с ума. Да, цитата из «Острова сокровищ». Абсолютно верно. Спасибо, Сань. У меня вопрос. И знаете, больше вопрос, наверное, вообще ко всей аудитории. Если не лень. Многие будут смотреть в повторе. Поставьте, ребят, на паузу. Вот перед вами текст. Вы представляете картину. На поверхность выйти не вариант. Вот вы бы продолжили бороться, и непонятно, до чего бы это вас довело. Либо...
Интересно. Попрошу написать такой более развернутый ответ. Если честно, я даже сам не знаю, как бы я поступил в этой ситуации. Очень сложно что-то писать, когда ты ничего не понимаешь. Бороться за что? Понимаете, здесь вот как труба у меня в руках у персонажа. Здесь палка о двух концах. Пулю в лоб, ты будешь смеяться, но пули даже нет. Вы представьте, какой у них исход. Эти люди все умрут от болезни, от голода. Почитаю комментарии. Это одна из крайне редких игр, которая... она меня в тупик поставила. Я не знаю, как бы я поступил в этой ситуации. Чувак в чате пишет, через 15 дней можно выходить. Да погибнут беси от лица любящего Бога. Вы, блядь, сейчас серьезно? Что делать-то? Я сразу говорю, я красивый. Если кто-то попытается меня отпетушить, вгрызусь в кадык, блядь, и умру молодым. Ну это просто пиздец. Куда, блядь, бежать-то? Ебать! Блядь, жесть. Это просто пиздец. Это просто охуеть. Бля, меня, сука... Это забейте, это... Блядь, это настолько криповая атмосфера, но это просто пизда. Каждый пожнет, что посеял, по-моему. Бля, это просто пиздец. Нахуй, серьезно? Теперь это место — обитель сотни душ, нашедших здесь свое упокоение. Правда? Правда, сука? Похуй, ищем числа. Фух, на мужика, блядь. Блядь. Как здесь можно найти числа? Ёб твою мать, как?
Блять, как Я дебил, блять, на стене написано. 600. Ёб твою мать, а где мне теперь найти? Скольких? Сотен душ. Сотен душ. Блять. Сотен, но... Давайте попробуем, ребят, найти что-то. Блять, ну это просто, ну... Идем до Талова. Я не буду из чата спойлеры смотреть принципиально. Берегите аккаунты, ребят. Я найду все записи. Все, что смогу, найду. Знаете, смерть наяву в разы страшнее, чем то, что нам обычно пытались показать в кино или объяснить в литературе. Это невозможно передать, можно только почувствовать. В сочетании с запахами, гнетущей энергетикой ужаса, криками и стонами. Это ощущение поглощает целиком и полностью, парализует. Пожалуй, единственная возможность испытать подобное без риска для здоровья — это во сне. Во сне мы способны прочувствовать этот невероятный леденящий страх. Может быть, это все-таки сон? Бля. Сука, выглядывает еще какой-то черт. Твою мать, а. Крайнее левое, допустим, крыло. Крайнее левое это сюда, я понял. Твою мать, где же? Может быть, все-таки здесь что-то есть? Какой-то код или... Это мы все видели. Что-то где-то должно быть число или что-то типа такого. Бля, ну это, сука, это просто, ну... Я даже, блядь, передать не могу. Блядь, где же? Какой-то намек на какое-то число, хоть одну. Я что-то пропустил. Я что-то, блядь, пропустил. Так, думай. Настолько в записке, но это маловероятно. 638 человек, запертых здесь. Блять, серьезно? Ты представляешь, сколько здесь можно так по кругу бегать? А вот эта атмосфера, она тебя... Понял? Ты понял, что вообще происходит? То есть она тебя давит, чтобы ты даже забыл про то, что в самом начале в записке написано. Что?
Охренеть. Вот это просто охренеть сейчас. Даже слов нет. Это просто 70%. Более 70% населения. Я сделал это. Было тяжело решиться, но я взял на себя ответственность. Нет больше сил терпеть и ждать неизбежного. Руки в кровь. Я открыл гермодверь и впустил смерть внутрь. Точнее, я ей лишь немного помог. Так будет быстрее и проще. Хотя, может, мне так просто кажется. Верно ли я поступил? Или же попаду за свое деяние в ад? Еще один тяжелейший вопрос, на который не будет ответа. А правильно ли? Вы представьте, вы видите, как на ваших глазах гибнет огромнейшее количество людей. Я еще раз говорю, болезни. Откройте чат. Болезни. Какие-то абсолютно непонятные вещи, которые происходят и творятся. Может быть, проще реально все-таки просто открыть дверь? Сколько народу, да, страдает? $638 человек. А ведь там и дети. Там ведь и старики, и взрослые. Ты представь, в такой обстановке сколько с ума сойдет. Мы видели, там петля висела. Чат откройте, говорю. Спасибо. Да. Но это второй вопрос. Это второй вопрос. Как бы все-таки правильно поступить? И можешь ли ты решать за других людей? Или все-таки нет? Или не можем? Это вот реально вопрос. Представляешь, сколько паники? Где сигнал корет? Ну
куда дальше? Мы не знаем, где предохранитель, ребят. Я не смогу туда попасть. Я точнее попаду, мы не знаем, где последний этот, блядь, переключатель. Это, наверное, типа быстрого прохода, да. Руки в крови у героя, но он же говорил, что он просто открыл дверь. В самом начале. Свет подскажет. Я что-то немножко в шоке с игры. С вот этой атмосферы. Я даже не знаю, что и сказать-то. Даже дальше. Ребят, есть какие-то догадки, может быть? И это, мне кажется, делал один человек. Просто, мать его, один человек. Я просто не знаю, где вот здесь предохранитель. Пленку мы вставили. Вот где вот здесь вот... Где вот его найти? Не хватает детали, ребята. Твою мать. Так, давайте попробуем. Бить герой не может, если что. Может быть, пробежать первый этаж. Может быть, где-то что-то я пропустил. На втором этаже автомат стоит. Что за автомат? Подожди, ну это сейчас какой этаж? Жесть. Первый этаж, какой-то вопросительный знак. А ну-ка. Где спуск вниз-то? Подождите-ка. Твою мать. Подожди. Мы же какие-то монетки, да? Налутали. Где же мне тебя сейчас найти-то, этот автомат? Подождите. Так. Нет. Нет, братцы, не то. Не вижу на первом. Второй, да, все-таки? Монетки у меня есть. Если что.
Охренеть. Весело. Не знаю, ребят, куда. Есть какие-то у вас? Машину проверял, все проверял, да. Какой-то, говорят, еще есть игровой автомат. Игровой автомат. Приемная от комиссии. Первый этаж. Вот, приемный. Почему здесь знак вопроса стоит? Дверь с крестом мы открыли. В самом начале игры. Я не пойму. Может, монетки как-то взять надо, блядь? 2, 3 труба, 4. Говорят, какой-то... Блять, нет догадок. Какой-то, говорят, есть игровой автомат, но где он? Черт его знает. Ключ-то есть. Но от чего ключ? Так. Есть, ребята. Не дошли немного. Я тебя люблю, слышишь? Никто тебя не слышит. Хуй. Правда жизни. Пошла ебатория. Ха-ха, смотри, дурак. С первого. Оп. Понял. Не возьмешь, отсосешь. Как я не любил эти, блядь, автоматы блядские. Ну? Чекайте. Оно. Смотри. С первого. Ха! Пожалуйста. Ну? Да, блядь! Как? Ты, блядь, что за без это? Блядь, безысходность какая-то. Я не хочу. Так, киношка на втором, да? С первого, ну, с 10-го, конечно, скобочка. Ну ладно, ладно. А что ты? Бам-бам-бам-бам. Я балдею, блядь. Хотя... Я помогу тебе, ты уже помог, я чуть с ума не сошел. Так. Там сейчас по-любому какая-нибудь головоломка будет. Смотри, чекай, просто фиксируй. Пожалуйста. Поехали, блядь. О боже. Одна вниз. Трипла наверх. Зря, что ли, инженер-энергетик. По образованию, ёпта.
Я вот не знаю, их между собой надо или нет соединять. Не факт. А между собой их, наверное, не надо. Вот этого, к сожалению, никак не пойму. Они, наверное, не должны вообще между собой никак. Но если они между собой не должны... Нет. Подожди, красное. Красное с красным, синее. Я не понимаю, они между собой. Вся схема должна между собой соединяться или нет? В чем, блядь, вопрос? Но этот не меняется тогда. Получается вот так. Блять, ну это... Ну тогда здесь, видишь, не получается. Непонятно. 1, 2 вниз. Блять. Что такое вот это вот 2 вниз? Не пойму просто, что игра хочет сама по себе. Может быть, целиком вниз? Блять, ну тогда тут нет. Подождите секунду. Они два подписаны проводками, смотрите. Это начало. Стоп. Может быть, соединить первый и третий? Видишь, два красненьких маркера?
Красный вниз. Вниз здесь 100% вот так. Значит, здесь 100% вот так. Блять, не может такого быть. Значит, вот так. Но это тогда тупик. Угу. Блять. Эти стоят правильно. Стоп. Здесь там, блять, комбинаций просто ёбнись. Это красное с красным 100%. Блять. Где-то близко. Главное, ты понимаешь, здесь как ни крути. Допустим, да, мы через красный идем. Ну и уйдет он вообще вниз. Правый тогда угол вообще он не задействован. Не пойму даже, через какой провод лучше пройти. Вот это точно не рабочий, вот этот вот квадрат. Вот здесь тут есть вопросы. Допустим, мы здесь пускаем синий, да, цвет. Раз. Синий идет. Синий пошел. Синий сюда. Синий здесь тупик. Все, пиздец. Значит, вот эти прохождения нет. Значит, синька сюда, синька сюда, синька сюда. Синька здесь продолжается. Блять. Вот сука. Эти уже не меняются, все. Как же туда загнуть-то, блядь? Вообще не варик. Вот это тоже она ни к чему вообще здесь.
Может быть, можно как-то наверх ее? Стойка. Блять, ну здесь тогда красное с синим не попадает. Вот сука. Ты будешь смеяться, но синюю-то я провел. Смотри. Синяя-то прошла сейчас. Смотри. Синьку-то мы провели. Теперь вопрос с красной. Блять, но если мы красную понизу невозможно провести, вы видите? Ты ее вот здесь вот не заколдыбенишь никак. Ты видишь, что она делает, блять? Стоп. Не здесь. Блять, а там нельзя схему трогать. Хм. Ты представляешь? Синюю провели, все классно, все есть. Что теперь делать с красной, понимаешь? Короче, мы сейчас сделаем проще. Киньте в комменты в ТГ схему просто и все. Здесь, короче, можно сидеть очень долго, но на стриме я не вижу смысла это делать. Киньте просто в ТГ, в Hard Insight, просто в закрепленный коммент. Ну, к последнему посту. Проще сделаем. Потому что сейчас здесь все равно можно посидеть. Это просто будет ультра долго. Но я просто не пойму даже... Примерно я вижу то, что здесь по кругу одна должна идти. Но как вот там вот тут переход сделать с красной, я понятия не имею. Поэтому даже не буду время терять. Чтобы ваше время просто даже не отнимать. Так, смотрю. Смотрю. Сейчас, одну секунду. Сейчас, сек. Не понял я особо, нахера сюда такую задроченное задание вставлять, ну да ладно. Чего? Кого, блядь? Ёпта. Подождите. Блин, а у меня было ведь близкое к этому. Надо было, короче, помудрить. Ну да ладно. Давайте дальше продолжать. Так. Все, погнали, ребят. Долго не будем время терять. Сейчас очень интересно, что же здесь за
этот. Охренеть. Знаете, что самое интересное? Я часто вот задумывался над одной темой. Сейчас ученые все больше и больше находят, вы прекрасно знаете, разных исторических, сейчас объясню, к чему все это говорю, исторических, да, вот этих вот разных доказательств того, что были когда-то другие цивилизации, высокоразвитые, и все они сгинули. Огромнейшее количество доказательств, причем там уже их столько нашли, просто не дают говорить. Да это и так, в принципе, понятно. И археологические находки все хлеще и хлеще. Знаете, у меня вообще такое ощущение, то, что когда любая цивилизация достигает определенного уровня развития, ее не кто-то уничтожает. Ее не уничтожают инопланетяне. Или она не уничтожается там извне, да? Люди, не люди, а те, кто дошли до определенного развития, они просто сами себя берут и уничтожают, дойдя до определенной стадии там технического, да, так скажем, оснащения, может быть, создания определенного оружия и всего остального. И история каждый раз переписывается. Потом опять мы скатываемся вниз. Потом опять обезьяна на дерево. Гибоны кидаются говном друг друга и так далее и тому подобное. Вообще, мне кажется, это такое, знаете, бесконечное и вечное. Причем сколько вот эта матушка-потаскушка Земля, она уже перенесла вот этих цивилизаций, никто не знает. Вообще никто. Невозможно абсолютно догадаться и объяснить.
Вообще, вы знаете, мне были очень интересны слова Михаила Задорнова. И время от времени я сейчас пересматриваю уже в здравом возрасте все больше и больше его выступлений. И я во многом с ним согласен. Очень во многом. Почему? Потому что как была история написана, как она была переписана, кем, по сколько раз она с языка на язык переводилась, и так далее, и так далее, и так далее. Сколько он всего нашел, сколько он всего доказал. Просто один человек. С рядом, да, единомышленников. А по идее был обычный, да, юморист. К чему я веду? К тому, что в основном это погоня за технологиями, она всегда приводит к чему-то, наверное, неизбежному. Ты можешь меня забанить, но я не согласен с подобным утверждением. Грамотных людей со своей точки зрения никогда никто банить не будет. Я даже зачитаю твой комментарий, и он останется навсегда в этом стриме. Петля саморазрушения – порочный миф, который мы сами себе внушили. Люди созданы для созидания. Разрушение не свойственно. Разрушение людям не свойственно. И правда? Разрушение мы не разрушаем. Мы не уничтожаем сами себя. Человечество не уничтожает само себя, если брать в целом. Ну, это твое мнение. Хорошо. Так, ну, мысли мои закончились. Мы все везде вставили, мы посмотрели фильм. Я прекрасно понял посыл. Что, блядь, происходит? Концерт Рамштайна? Пошли в пизду. Бля. Чё это такое? А ну отставить эти страшилки. Человек, блять. Человек — разумное существо, но это не относится к человечеству. Раймонд Арон. Полностью солидарен. Рано или поздно наступает минута, когда впереди только прошлое, а будущее позади. Александр Кумар. Рано или поздно наступает минута, когда впереди только прошлое, а будущее уже позади. Поистине тот, кто не ценит жизнь, ее не заслуживает. Леонардо да Винчи. Судьба человеческого в руках человека. Вот в чем ужас.
блять. Давайте это... Пенить не будем. Когда нас перестают существовать другие, когда для нас перестают существовать другие, мы перестаем существовать сами для себя. Это я знаю. Я сразу говорю, первый, кто подойдет петушнуть, сразу труба в лицо летит, сразу. Бля. Я понял, что они хотели. Я понял, что это за свет. Охренеть. Души людей, да. Вы поняли, что они хотели показать? Ты понял, что вообще они хотели показать? Что это за свет? Что за гопник? Есть что-то прекрасное в заброшенных и полуразрушенных останках былой цивилизации. Это отголоски нашей многогранной истории. Величественные сооружения некогда процветающего человечества, безмолвно доживающие свой век, проросшие зеленью, потрепанные войной и временем, являются отпечатком великой эпохи. Эпохи тех, кто был слишком самоуверен и беспечен, эгоистичен и жесток, кто, к сожалению, или, может, к счастью, не смог отстоять свое право на жизнь. Просто. Блять. И не добавить, и не прибавить. Я не знаю, что сказать. Я человек, который... В этом году мне 36 лет. Я всю свою жизнь играю в игры. Автор Сергей Носков. Композитор Дмитрий Николаев. Просто чуваки взяли и сделали игру. Игра является ремейком оригинального проекта, вышедшего в релиз в 2012 году.
Если бы были контакты, я бы лично поблагодарил разработчиков, но я думаю, что когда-нибудь они это увидят и узнают, услышат мои слова. Ребят, вы большие молодцы. И это лишний раз показывает то, что вот эти вот маленькие короткие игры, к ним настолько люди относятся с любовью, и настолько вы хотите заложить глубокую мысль, да, свою мысль в те или иные игры. Обязательно посмотрю, что за 35 миллиметров. Мне стало очень интересно. Если есть такая книга, я ее постараюсь приобрести. Если она есть, конечно, в продаже, да, я ее найду в любом случае. Если есть игра, я предлагаю, может быть, поиграть в нее. Я не уверен, что есть игра, но отсылка была. Или 33, по-моему, да? 33 миллиметра, да. Отсылка была в автобусе. Я бы очень хотел поддержать данных разработчиков, может быть, прикупить, да, эту игрушку. Неожиданно. Неожиданно и очень круто. Будем надеяться, что когда-нибудь мы поумнеем. 35 миллиметров есть игра, но от них ли она? В общем, жду вас в комментариях. Жду вас в комментариях, и на это будет очень интересно посмотреть и послушать. Всем, кому понравилась игра, давайте так, ребят. Не буду клянчить, просто если зашел подобный жанр игр, и вы кайфанули реально вот за эти там пару часов, поставьте лайк на стрим, и я думаю, что у меня получится еще найти подобные проекты. Это очень круто. Это очень круто, это очень интересно, и почитаю обязательно комментарии, я уверен, их будет не 1000 со временем. Ваши мысли, ваши вообще размышления по поводу существования цивилизации и времени их. И, как вот видите, уже такие очень интересные высказывания в чате, и я очень рад, что у всех людей свои мнения. Это очень круто. Будет реально интересно почитать. Санчо, спасибо. Ну что ж, спасибо разрабам, и это было круто. И не жалею, что я купил эту игру в Стиме. Молодцы. Неожиданно. Неожиданно. Мне было очень приятно в нее поиграть. Извините меня, время 2 часа ночи, нас 5000 человек сидит вообще-то на стриме. Вы знаете, а по поводу вообще, в принципе, всего... Макс вот пишет, 35 миллиметров игра. Насчет книги не знаю. Игра про постапокалипсис, но уже другой. Там нет хоррора. Но игра тоже очень глубокая. Ребята, я предлагаю протопить за эту игру. Кто хочет ее увидеть, я не говорю, что она будет там в следующий раз, но я бы рассмотрел эту игру. Если вот ребята пишут тоже, тем более, если какая-то с интересной глубокой мыслью, мы можем ее посмотреть. Давайте в комментариях и пальцы вверх накинем. Давайте. Это очень необычный жанр. Вы понимаете, я и жанр-то даже не знаю, как его правильно назвать. Он... Я не знаю, как этот жанр назвать. Но это не хоррор, это что-то какой-то психологический... Вот, а дальше я не знаю. Психологический... Что-то. Психологически что-то, короче. Да, вот. Интерактив психологический. Ну, возможно. У этого автора есть еще книга The Train. Тоже очень крутая. Игра, извините, The Train. Тоже очень крутая. Советую к прохождению. Ящер, спасибо огромное. И предлагаю посмотреть. Добрый день. Сейчас я, ребят, быстренько. Психологический триллер. Ну, что-то типа такого, да. Очень интересно. Добрый вечер, уважаемый Алексей. Это мой первый донат. Смотрю вас 3 года. Ваши стримы и ролики поднимают настроение. Ну, значит, я делаю свое дело. Что помогает отвлекать людей от всякого дерьма, которое вокруг нас творится повсеместно. Спасибо. Что-то по одним страшилкам. Санч
Punch. Pants, да? Sun for Pants, наверное. Мне так кажется. Sun for Pants. Не знаю, как правильно, брат, извини, если криво прочитал ник. Что-то тебя по одним страшилкам гоняют. А мне по кайфу. Мы с ними забились, когда я очкану и не пройду. Но вроде пока получается. Сэра, спасибо огромное за буст и подписку. Спасибо за поддержку. Я очень рад, что тебе зашла игра. Я так переживал, то вдруг тебе не понравится. Спасибо. Да, кстати, игру нам порекомендовал, если что, наш подписчик. Если что. И вот на тему того, что я там не слышу вас там или еще что-то, это вот, помните, вот не так давно, буквально 2 стрима назад, подписчик задонатил, говорит: Лех, посмотри игру. И многие меня всегда осуждают, говорят: Лех, да ты там донаты говоришь, я позже посмотрю, там, типа, ты не читаешь, ты не прислушиваешься, я реально смотрю. Вот вы говорите: посмотри такой-то канал, там, посмотри то-то, посмотри то-то. Я потом прихожу домой, у меня, если есть время, на ноутбуке открываю, раз, быстренько. Поняли? Спасибо вам. Спасибо за идеи. Потому что вот этой игры бы не было без подписчика нашего. Ну и без авторов этой игры, конечно. Вот. Так что как-то так. Ну да ладно. Так, Леха. Леха тут? Леха тут, чи не тут? Сервантус тут? Тут. Хай. Хай. Бля, мне будет очень интересно почитать комментарии. Так, что мы делаем? Я не заметил, как, блядь, 2 часа прошли. Это было очень круто. Это очень круто. Подождите, вот здесь Сабинка что-то еще нашла. Да, да. Ребят, есть игра 35 миллиметров. Время прохождения 4,5 часа в Стиме, да. Постапокалипсис история. About Two Travelers, о 2 путешественников, которые... Блять, я бы ее вообще посмотрел. Короче, не буду спойлерить. 4,5 часа это за 2 раза. Но вы, наверное, такой не будете смотреть. Постапокалипсис история, да? Поезд реально есть игра. 2,5 часа проходит. От этих же разрабов. Друзья мои, ну, буду ждать от вас. Ну, он, понимаете, он может вам не понравиться, потому что вы скажете: Лех, мы тебе говорили, страшилки проходи, а ты, типа, соскакиваешь и такие вот какие-то там, ну, другой уже жанр игр, там скримеров нет, всего остального, но игры потрясающие. Вот поезд какая-то тоже интересная. Представляем вашему вниманию очередной шедевр от создателя игры «Свет». Да. Даже интересно стало почитать, чтобы я в кои-то веки вообще читал что-то про какие-то игры, вот так вот, чтобы, ну, меня что-то заинтересовало. По мере прохождения вы испытаете множество различных эмоций: страх, ненависть, радость, разочарование. Просто коротко, какой будет ваша жизнь, как закончится ваша история, все зависит от принимаемых вами решений. Вот очень крутая игруха, и прям вот четко она подходит под нашу рубрику. Блять, я бы в нее залетел, честно говорю. 2,5 часа проходит, я бы бахнул. Да и вот про про 2 путешественников. Это как, знаешь, как какую-то книгу, да, читаешь? Ёб твою мать. 88% положительных отзывов. 88. Это на 35 миллиметров. 71% из 3 с лишним тысяч отзывов. Ты представляешь, что это такое? Причем в 2016 году аж релиз еще игры был. Бля, это что-то очень крутое. Я бы туда заворвался. Сфер, спасибо. Вам тоже. На всем давно пора задуматься. После Хиросимы, после Чернобыля, после всех этих событий но пора задуматься. Да. Кто-то там о пришельцах говорит. Ну да. Наверное, ты прав. Мы без пришельцев, да. Знаешь ли игру Дивор? Да.
Не, почему? Можно с кем-то даже в нее зайти. Типа, why not? Так. Ой. Простите, пожалуйста, дед зевает. Так, ну, мне понравилось. 5,6 тысяч лайков набрала игра. Это за 2 часа. Это очень круто, ребят. Крутяк. Такс. Ну, пальцы вверх и обязательно поделиться. Жмите поделиться. Может быть, кто-то, знаешь, как поделится в соцсетях и напишет какой-то отзыв о стриме. Мне будет очень приятно. Я, если где-то увижу в соцсетях, вы меня отмечайте. Я обязательно, ну, поняли, да? Я обязательно там коммент оставлю, лайк поставлю, если увижу. Ладно? Так что спасибо. Может, кто-то творчески начнет развиваться. Я поддержу там, если увижу. Мне ничего не надо, ни деньги, ничего. Я обязательно, я всегда за такой вот кипиш любой. Здравствуйте, хочу вам предложить челлендж на прохождение хоррор-игры. Вывести на экран шумометр. Не превышать назначенный порог шума. А ну-ка. Дай-ка я, чтоб не забыл. Знаешь, как я тебе отвечу? А ну-ка, дай-ка я посмотрю, как технически это сделать. Я завтра заморочусь. Сосало, я принял бы этот вызов. Хорошо. Чтоб не орал, да, типа. Но это очень жестко. Ну, давай попробуй. Я посмотрю, как шумометр выводить. Я попробую. Ящер, окей, я чекну. Так, ладно. Что мы с вами делаем? Блин, я даже... Я что-то даже задумался. Я вообще люблю, знаете, вот там порассуждать что-то. Я сейчас новую студию, когда сделаю, я вам не буду говорить. У меня там будет, короче, уголок. Но я не буду говорить, какой. Я там, короче, хочу, понял? Ну, чтоб там рассказывать, короче, понял? Там что-нибудь там. Мысли какие-нибудь. Это так чисто для себя. Ну, без всяких там этих. Поняли, да? Старость, ёпта. Да, там и живой уголок будет, да. Да, подпиваться на эти. Да, всякие эти размышления. Это очень интересная вещь. Здравствуй, Алексей, смотрю тебя 5-6 лет, чтобы не соврать. Спасибо тебе за эмоции. Это не вопрос. Ков, спасибо. Так, подождите, у меня что-то сбили. Я что-то хотел, говорю, сейчас мы и это, и все. Так, пойдемте, ладно, давайте в тренды залетим. И пойдемте с вами это немножко настроение на ночь глядь, да, поднимем? Давайте. Немножко настроения, и завтра в школу не пойдем, да? Могу. Так, ну тогда давай. Топлиса. Тут топлис, наверное, долгий, нет? У него тоже как раз про постапокалипсис, про что-то это. Что-то я не вижу. Подожди. Топлис или утопия? Подождите. Не слышу. Или утопия? Утопия? Утопия шоу? Так. Да нету. У Топлиса про собак вообще видос. Не, ну это сейчас типа такое, это не особо актуально. Сейчас пенса. Окей. Посмотри видос «Последний минут человечества». Ну, они долгие могут быть видосы. Да. Подожди, а что у нас еще есть интересного? А ну-ка. Зомби Чес выходил. Малой пока ничего не выпускал, да?
Кто еще есть? Подождите-ка. Асад, там надо сразу несколько роликов смотреть. Хм. Блядь, что-нибудь бы страшилку какую-нибудь посмотреть. Брэк. Блядь, канал был Брэкман Раша, по-моему. А? М, Кого? Почему меня от него отписал? Я не понимаю. Монарх, взаимно. Спасибо. Сегодня вечером мы покажем вам часть впечатляющего сборника записей, которые пришли к нам в последнее время. Эти тревожные А факты ночи не оно. останутся в вашем бессознательном надолго. Они А? Не слышу. Слушайте, ну у Брэкмана какое-то интересное видео на 20 минут вышло. Какая-то страшилка. Как раз нам сегодня это и все. Да. Могу. Причем меня, кстати, от этого канала каким-то хером отписало. Я не понимаю, как это работает. Причем от нашего тоже канала частенько отписывает. Проверьте обязательно. Спасибо. Я уже поздравлял, Серег. Ты поздновато зашел. Но это... Ну ты понял, да? Спасибо. Там с праздником вас.